И вот сегодня, спустя долгое время, мы наконец-то снимаем на полноценной исторической реконструкции, где я облачился в роль немецкого солдата, немецкого кинооператора, а мой коллега Анатолий Антонов, как всегда, советский красноармеец с кинокамерой Аймо. У меня камера Reflex. Сегодня такой боевой тест-драйв. Она проходит боевое крещение, где я буду снимать немцев, а Анатолий Васильевич со стороны русских, как всегда, уже проверенным в боях аппаратом Аймо. Вот, и будем снимать на разные пленки. Я снимаю на Акфу, на немецкую пленку, а вот в камере Аймо у Анатолия будет пленка Тасма, татарские светочувствительные материалы, казанская пленка, которая невозможно засветить, которая самая лучшая, да, которая в войну, собственно, и снабжались фронтовые кинооператоры, пленка казанской фабрики. Как будет это выглядеть, то есть, что вообще получится вообще снять, потому что тут маленько неудобно. Вот видите, то есть блок аккумуляторный есть, к которому нужно подключать шнуры, то есть это все электричество. Это проблема, конечно. Блок аккумуляторный, да, вот такой вот самодельный. Вот, и поэтому это все, конечно, проблематично. А здесь чистая механика. Все, завели ручку. Посмотрим, как это все проявит себя. Конечно, маленько неудобно, и форма-то мне зимняя досталась. Самое смешное, что шинель... Не надо, она заведена. Заведена, да. Заведена. Тут еще такой формой надо бегать по песку. Ну, правда, погодка сегодня шепчет, скажем так. Придется диафрагму дергать. Диафрагму, да, потому что, да, экспозиция меняется. Если посмотреть, тучи идут, нужно наводить и фокус, и что очень неудобно с компендиумом вот делать. Ни фокус неудобно, ни диафрагму менять неудобно. Для чего вообще это сделано? Ну, компендиум, зато без него она, ну, куцая получается камера. Обрубок такой. А с компендиумом, ну, как? В реконструкции самое главное не быть, а слыть. Вот, а так, ну, подумаешь, а так уже впечатляет. Вот, кстати, второй объектив здесь стоит, это объектив Шнайдеров, был оператор Шнайдеров, еврей, а это объектив немецкий Шнайдер, вот, 28 миллиметров, ксенон. Это уже послевоенный объектив. А вот родной объектив у него стоит, это объектив 35 миллиметров, Астра Берлин, то есть 40-го года выпуска. Это вот, как вы видите, он не просветленный еще. То есть, по сути, этот объектив мог видеть Адольфа Лоизича и его друзей. Или Ева Браун могла снимать своего любовника через него. То есть, судьба неизвестна. Его снимать и его врагов. Его врагов, да. Вот, а рефлекс. То есть, мы видим во всей красе этот аппарат. А вот, то есть, проверенная рабочая машинка, которую эта машина убивала фашистов, так можно сказать. И вот, собственно, началось действие исторической реконструкции. Пришло много зрителей, заняли места вокруг. Мы с Анатолием расходимся в разные места. Я к немцам, а он спешит в советскую армию. Также у нас снимает Дмитрий Елифанов, наш молодой коллега. И вот пошел бой. Ну, честно говоря, на бой это мало похоже на какие-то сражения Второй мировой войны. Видно, что немного людей одетых в разную форму бегают по полю, по песку, где нет никаких укрытий, ничего. А по сюжету это хорошо укрепленное место, в котором укрепились немцы в Прибалтике, а советские войска высаживают десант и штурмуют. Ну вот народу нравится, особенно нравится пацанам, которые уже вот-вот ждут, когда найдут гильзы или не разорвавшиеся патроны, им разрешат подобрать. Ну а вот кто реально участвовал в боевых действиях, я думаю, что им это тяжело на это смотреть.
слушать в мирное время стрельбу. То есть все равно, хоть и понимаешь, что все это бутафория, все равно есть ощущение, что это оружие. И вот мне пришлось там укрываться даже от пуль, скажем так, для того, чтобы не вылезать, и снимать немцев. А Дмитрий с Анатолием снимали с другой стороны. Вот, честно говоря, вот так все неприглядно, это выглядит со стороны. Вот как это снимал оператор на камеру, даже если на Blackmagic, все равно видно, что это не война. Вот кадры Дмитрия со стороны десанта. То есть, конечно, какой-то, дух все-таки благодаря пленке чувствуется. Тем временем наглые фашистские оккупанты фотографируются фотоаппаратом Leica и снимаются на камеру Арри. И вот, собственно, Анатолий Васильевич у нас сейчас работает. Его камера. А здесь вновь вступает в бой немецкая техника. Арифлекс. Видно, что качество немецкой кинокамеры и пленки лучше, но это не помогло нацистам выиграть даже этот бой.